Уважаемые коллеги, я рад презентовать вам новый, не имеющий аналогов в мире проект HRSet. Выражаю особую благодарность компании Hitec за активное содействие в подготовке и организации съемок. В данном видеожурнале мы будем показывать различные техники стрижек от классических до современных, способы окрашиваний, техники накруток и укладки. А также подробно рассмотрим и проверим в применении парикмахерские инструменты. Проанализируем косметические средства и продукты. В наших исследованиях мы будем выражать собственный взгляд на применение косметических препаратов и инструментов, основываясь на исследованиях системы Axiom. В данном выпуске видеожурнала мы рассмотрим осветление корней волос с поддержкой цвета по длине и на концах. Натуральная база нашей модели 7 уровень глубины тона. Для достижения желаемого оттенка берем красители 10-16 и 10-8, смешанные пополам. Для осветления на 3 уровня глубины тона мы будем использовать 9 и 12% окислители, смешанные пополам. Чтобы предотвратить проявление нежелательного оттенка, используем микстона. Помните, что цвет микстонов выбирается исходя из исходного уровня глубины тона, а количество – исходя из желаемого. Поэтому в данном случае мы берем 0,88 и 0,66 микстона по правилу нейтрализации. Смешивать микстон необходимо вначале отдельно от общего цвета. После того, как хорошо смешали микстон с небольшим количеством красителя и окислителя, добавляем его в общую миску и смешиваем весь краситель до равномерной массы. Начинать наносить осветляющий краситель, вопреки стандартным правилам, рекомендую с теменной части. Вы спросите, почему? Ответ очень прост. Все мы так или иначе сталкивались с ситуацией, когда не хватило красителей, и последние 5-6 прядей наносим краситель, смешанный по другой формуле. Так вот, если эти пряди окажутся у лица, цветовые различия будут бросаться в глаза. Если же эти пряди окажутся на затылке под общей массой волос, то в принципе ничего страшного не будет. Краевую линию волос обильно обрабатывайте красителем. При нанесении красителя руководствуйтесь классическими способами разделения, о которых подробно рассказано в книге «Искусство цвета. 4-е издание». Это позволит более экономно использовать краситель и более равномерно нанести его без страха оставить неокрашенные участки. Спустя 20 минут увлажняем волосы теплой водой и наносим краситель на прикорневую зону. Эта процедура необходима, если у вас на прикорневой зоне присутствует более темный фон осветления или более желтый оттенок, чем на длине.
По истечении времени выдержки увлажняем волосы теплой водой и эмульгируем краситель на все волосы. Эмульгирование придаст оттенок концам, а самое главное, выбьет остаточный кислород из волоса и позволит красителю более долго держаться на волосах в последующем. Время выдержки при эмульгировании составляет 5 минут. По окончании времени выдержки хорошо смываем краситель с волос теплой водой и применяем стабилизирующий шампунь и бальзам. Запомните, что стабилизация цвета – это немаловажный аспект процедуры и должен выполняться обязательно, если вы хотите, чтобы цвет держался долго на волосах. В данном блоке нашего видеожурнала мы рассмотрим укладку волос при помощи электробигуди компании Babyliss. Электробигуди – незаменимые помощники в работе парикмахера и являются незаменимыми спутниками при создании вечерних и коктейльных причесок. В каждом выпуске видеожурнала мы будем рассматривать как минимум один вариант накрутки, чтобы показать то многообразие форм, которое можно получить, используя данный инструмент. В данном конкретном случае мы будем использовать крупные бигуди для достижения объема у корней и мягких, не спадающих локонов на концах. Для увеличения прикорневого объема оттягиваем прядь при накрутке на 135 градусов по отношению к касательной. Для того, чтобы не заламывались концы пряди, прокручиваем расческу хвостик под прядью, расправляя волосы на бигуди. После того, как волосы остыли, осторожно снимаем бигуди. Если клиент хочет четко читаемые локоны, то просто встряхните волосы и руками распределите локоны, зафиксировав результат лаком.
Если клиент хочет более пышного результата, то расчесываем осторожно волосы щеткой и, приподнимая их, фиксируем лаком. Щетку в данном случае держите параллельно полу и, немного потряхивая ей, выпускайте небольшими порциями волосы, фиксируя лаком. Для дизайна волос мы будем использовать опасную бритву со сменными лезвиями. Бритву мы выбрали Tandeo, поскольку она оптимально подходит по всем параметрам, а именно качество лезвий, возможность замены лезвий и долгое время работы лезвия без потери остроты, что немаловажно при бритье. Лезвие прячем под пергаментную бумагу, оставляя 5 мм рабочего полотна лезвия. Это позволит более аккуратно работать и создавать тонкие и четкие линии. Первоначально задаем рисунок при помощи ножниц, состригая концами ножниц будущую линию рисунка. При создании эскиза идеально использовать ножницы с тонкими концами рабочего полотна и, самое главное, с поворачивающимся кольцом, поскольку данная функция эргономики позволит снизить напряжение руки и больше думать о том, какой вы хотите задать рисунок, а не как повернуть руку, чтобы выстричь ту или иную линию. В нашем случае я использую ножницы компании Mizutani, которые можно по праву назвать лучшими как по качеству стали, так и по качеству эргономики. Перед тем, как начать брить, обязательно увлажните волосы спрей-кондиционером. При этом желательно брать увлажняющие или восстанавливающие кондиционеры, поскольку они более жирные и позволяют лезвию скользить, не создавая раздражения на коже. Лезвие бритвы держите под углом 45 градусов по отношению к касательной, при этом оттягивая кожу пальцами против хода бритвы. После того, как закончили выбривать рисунок, необходимо доработать тушевку. Для этого будет достаточно машинки с насадкой, поскольку ручное выполнение тушевки здесь не имеет смысла. Главное при стрижке – это правильно держать ножницы. Именно из-за неправильного положения рук и тела при стрижке со временем проявляются хронические болезни суставов. Ножницы должны захватываться таким образом, чтобы соединительный винт находился перед парикмахером.
Когда он поворачивает запястье для того, чтобы сделать срез. Безымянный палец вставляется в верхнее кольцо до второй фаланги, а большой – в нижнее кольцо ножниц. Указательный и средний пальцы в согнутом состоянии прижимают ножницы к безымянному и фиксируют верхнее полотно ножниц. Мизинец, как таковой, не имеет функциональной нагрузки при стрижке. Во время стрижки работает только большой палец, то есть активным должно быть только нижнее полотно ножниц. Верхнее полотно ножниц должно оставаться неподвижным. Также необходимо отметить, что при движении стрижки от центрального пробора вправо вы должны держать руку с прядью сверху, ножницы снизу. При движении в обратную сторону от центрального пробора к левому виску рука, держащая прядь, находится снизу, рука, ведущая ножницы, находится сверху. Положение тела при стрижке должно быть прямое. Если нет возможности добраться до некоторых зон стоя, не искривляя позвоночника, рекомендуется присесть на стульчик парикмахера или поднять на ноги клиента. Для получения более подробной информации подписывайтесь на наш канал в YouTube, а также вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на новости в Facebook. Для более углубленного изучения видеоматериалов рекомендуем продукцию, предоставленную в магазине HC Shop. И главное, для идеальной работы необходим идеальный инструмент, и его вы всегда можете приобрести в компании Hitec. На этом мы заканчиваем наш сет. До встречи в следующем месяце.